Зовут Андрей Андреевич Дуйко, я автор и создатель препаратов компании «Тибетская формула». Сегодня я отвечу на все вопросы, которые вы задаете на моем прямом сайте компании aduiko.com. Марина из Москвы. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич и все присутствующие. Всем хорошего просмотра и здоровья. Спасибо. Татьяна Крылова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, чем убрать ночные бесконтрольные сжимания мышц лица и головы, а утром болят зубы, лоб и часто голова, нервы в порядке? Такие сжимания обычно связаны с судорожными проявлениями. Обычно вот такие ощущения возникают, если человек на ночь получает или ощущает судорогу, которая возникает, как правило, на основании нехватки 3 микроэлементов, которые участвуют в восстановлении функциональной деятельности, расслаблении и сжатии, регуляции нейрогуморальной системы организма. Это 3 элемента: кальций, который участвует в том, чтобы происходило сжатие сердца. В случае, если кальция не хватает, то выделяется адреналин. В этом случае человек очень сильно сжимает зубы и начинает скрипеть зубами. Именно поэтому, если человек ночью скрипит зубами, это говорит о том, что ему не хватает кальция. Если утром происходит ощущение, будто болят виски, то не хватает цинка, и это говорит о том, что сосуды сужаются и появляется дистония. И магний, который участвует в формировании расслабляющего фактора и, в общем-то, связан с принципами влияния на нейрогуморальную систему организма. Именно поэтому для того, чтобы убрать вот такие симптомы, я рекомендую принимать на протяжении дня препарат кальций, магний, цинк. Рекомендую данный препарат принимать по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 1 месяца, и вот такие симптомы проявляться не будут. Марьяна Королевская. Подскажите, пожалуйста, высушенную гвоздику как принимать, которая отстояла в яблоке под сахаром 8 суток? Приготовила, а принимать не знаю с чем, с едой, с водой в первой половине дня или во второй. Режьте кусочками и принимайте по кусочку. Не знаю, о чем вы говорите сейчас. Уважаемый Андрей Андреевич, что бы вы посоветовали при грудном остеохондрозе? У мамы очень сильные боли в груди. Сейчас началась зима. А зима — это время, когда появляются остеохондрозы, ишиасы. Как можно избавиться от данных заболеваний и с чем это связано? Как правило, это связано с нейротоксинами, которые появляются на фоне увеличения аммиака, который, как правило, связан с какими-либо желудочно-кишечными заболеваниями, с дисбактериозом, с неправильной работой поджелудочной железы, с неправильным отходом желчи и так далее. В этом всем может помочь очистительная программа. Я о ней уже говорил в самом начале, в самом начале зимы я проводил вебинар, который назывался «Как справиться с аммиаком», и где я рассказывал о составе каолин антитокс и лангин, или каолин антитокс и серебро, которое я рекомендовал пить, как бы очищая кишечник. Сегодня я бы мог вам еще порекомендовать попринимать L-орнитин. Это вещество, которое продается как пищевая добавка в любой аптеке, и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане. Данный препарат очень несложно приобрести. Данный препарат — это препарат, который производит детоксикацию организма, как раз направленный в сторону депонирования и выведения аммиака из крови, что в дальнейшем улучшает состояние и пищеварительного тракта, функциональной деятельности печени, функциональной деятельности коры головного мозга, улучшение зрения и слуха, ну и как следствие этого всего улучшение работы опорно-двигательной системы, и, как правило, в зимнее время это улучшает состояние, устраняя остеохондрозы, убирая ишиасы, заболевания позвоночника. Хочу еще раз напомнить вам о существовании препарата, который называется Вертебрализ. Данный препарат я рекомендую принимать при заболеваниях позвоночника, при заболеваниях ишиас, остеохондроз любого отдела позвоночника.
Рекомендую его принимать совместно, используя препарат вертебрализовая мазь. В случае, если вызывается какие-либо нарушения если появляются какие-либо нарушения опорно-двигательной системы, допустим, там гоноартроз, воспаление суставной сумки, не артритного происхождения, а подагрического, я рекомендую мазь Бишофит или бишофитовый гель, который продается у нас на сайте, и прием препаратов Депосалт, который убирает солевой диатез, прием препарата Подагрин, или он по-другому сейчас называется у нас, так и называется Подагрин, прием препарата Урализ и Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз или 2 раза в день, что уберет у вас появление подагры, появление отложение солей, появление, устранение солевого диатеза и даже мочекаменного заболевания. Дмитрий: здравствуйте, Андрей Андреевич, мне 33 года, поставили диагноз асептический некроз головок бедренных костей с выраженным болевым синдромом и нарушением фракций. Поможет ли ваш СУМ от заболеваний костей и суставов или чем еще лечить? Нет, к сожалению, вам не поможет шум от заболеваний костей и суставов, так как асептический некроз — это процесс разрушения хрящевой ткани, и фактически это приведет в дальнейшем к тяжелейшим, может привести к тяжелейшему заболеванию. Если есть некроз, то в дальнейшем он может спровоцировать появление сепсиса. Именно поэтому, если ставят такой диагноз, то необходимо срочно обращать на это внимание и определять, с чем связан этот некроз. То есть это артрит, это подагра, это ревматоидные заболевания, или это аутоиммунный процесс, или это процесс остеопороза. То есть с чем это связано, почему этот некроз возник, что в анамнезе у вас есть, что привело к тому, чтобы такой диагноз поставили. Можно ли это как-то устранять? Если четко, понятно, с чем это связано и почему некроз возник, то в дальнейшем можно попробовать убрать первопричины для того, чтобы посмотреть, справляется организм с этим или нет. В ином случае я бы рекомендовал все-таки замену тазобедренного сустава, дабы некроз не развивался. Можно ли попробовать принимать мои препараты какие-либо? Можно попробовать принимать препарат Урализ Манкулит по чайной ложке на стакан воды 2 раза в день, Артридикс по 2 таблетки 3 раза в день, бишофитовый гель и препарат Артразин с мазью Артразин. Также смазывать тазобедренные суставы на протяжении дня, втирать сливочное масло, желательно натуральное, 3-4 раза в день. Также места боли в бедрах обматывать сверху лентой, хорошо смоченную в виде аппликации, хорошо смоченную сливочным маслом. Также очень рекомендую выполнять медовый массаж как раз на уровне бедер. Данилова Ольга: уважаемый Андрей Андреевич, у сына 12 лет в связи с его стремительным ростом под коленной чашечкой не успевает сформироваться сустав. Доктор сказал, что это нормально, это подростковое, все нормализуется к годам 17. Мы выписали ТФ. Сейчас. Марина из Москвы: с мамой случилась беда, значит это и моя проблема. Мама упала, у нее начала прогрессировать деменция. Можно ли ей как-то помочь? У меня волшебные ручки после марафона. Либо есть какие-либо практики. Какие практики? Давайте обо всех практиках в пятницу писать. Данный семинар посвящен тибетской формуле. Вашей маме можно помочь, если давать ей препарат Мнемонорм, давать ей препарат Аурум, давать препарат Алгоцин, 1 чайная ложка после еды 1 раз в день, Мнемонорм по 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день, Ладан по 2 таблетки 3 раза в день и Аурум по 1 чайной ложке 3 раза в день. Ануш: здравствуйте. Дочке 4,5 года, она очень активная, агрессивная, трудно говорит и
бьет всех детей, если не делают то, что она хочет. Нестандартно агрессивная, кусает свою блуку, одеяло бесконечно. Даю мнемонорм и калий, магний, D3 один раз. Что еще дать? Спасибо за дочку. Но смотрите, ваш ребенок, его можно назвать адреналиновым ребенком. Почему? Когда ребенок просыпается утром, то в случае, если у ребенка апатичное настроение, в случае, если у ребенка упадок сил, вы не можете его утром разбудить, он нелегко встает. Также, если ребенок ночью часто просыпается, может кричать ночью, это говорит о том, что ребенку снятся страшные сны. Почему они ему снятся страшные сны? Все связано с кальцием, который является электролитом крови, который участвует в сокращении сердца и, в общем-то, в сердечном ритме. Когда человек спит, то его мышечная ткань расслабляется, и происходит остановка сердца или происходит расслабление гладкой мускулатуры, что может привести даже к остановке сердца или к изменению ритма сердца. Организм на это начинает реагировать, выделяя адреналин. Во время сна ребенку такому снится кошмар, и он от адреналина просыпается резко, начинает кричать или начинает ночью плакать и так далее. Это первый элемент, который говорит о том, что не хватает кальция. Когда ребенок просыпается утром, то нехватка кальция приводит к тому, что утром нет настроения, утром ребенок такой ослабленный. Он просыпается и просыпается в состоянии уже взвинченном, так как выделение адреналина изменяет нейрогуморальную систему, изменяет психическое состояние ребенка, и ребенок становится неуправляемым, так как выделение адреналина для стимуляции сокращения сердца часто приводит к тому, что истощает нервную деятельность и фактически сжигает магний в крови. Таким образом, на сцену выходит еще один элемент, он называется магний. И в случае, если ребенок недополучает кальций, недополучает магний, и в его рационе питания или его организм не усваивает эти микроэлементы или недополучает эти микроэлементы, то у ребенка появляется переистощение центральной нервной деятельности, которая связана с огромным выделением адреналина, что в свою очередь приводит к изменению каких-то процессов нейропсихических, и в дальнейшем у ребенка появляются самые настоящие психические заболевания, которые вы, кстати, описываете. Это агрессивное, это проявление агрессии, отсутствие правильной коммуникации, это кусание чего-либо, это сгрызание ногтей, кожи, поедание волос и так далее. Со всем этим можно справиться, если знать, что ребенку необходимы два элемента, которые необходимо ему ввести в рацион питания. Первый элемент — это кальций, но кальций необходимо давать только в утренний период. Кальций можно давать в препарате кальций черника, карбонат кальция, который был разработан специально для детей. И препараты, его можно давать так, чтобы 1 столовая ложка, допустим, есть у нас там жидкий кальций? Наверное, нет. Можно давать препарат кальций с черникой в таблетках, 2 таблетки утром, и можно в обед еще 1 таблетку давать. Не длительный период времени, не более 1 месяца. Но на протяжении дня обязательно давать магнум цит 300. Давать его по 1 столовой ложке на 1 стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Перед самым сном я рекомендую давать ребенку препарат в виде капель, который называется Дремин. Давать ему 30-50 капель на ложку водички или сока перед самым сном, для того, чтобы ребенок комфортно засыпал и для того, чтобы все элементы его сна были погружены. Вернее, все были рабочими. И еще, в случае, если вы даете ребенку мнемонорм, то это еще более истощает нервную деятельность. И ребенок становится еще более импульсивным и еще более агрессивным. Также нет необходимости давать ребенку витамин D3, хоть это и является кальцием, кальциферолом, тем не менее для
деятельности сокращения мышечной мускулатуры одного препарата D3 не хватит. Необходим кальций в натуральном виде, в виде цитрата кальция, карбоната кальция и так далее. Также увеличьте количество употребляемой брокколи, говяжьей печени, куриной печени, сердечек, орешков. Обязательно, чтобы в рационе питания были орешки грецкие, кедровые, какие-либо еще. Когда ребенок голоден, подсовывайте ребенку вот такие продукты питания для того, чтобы ребенок начинал именно с таких продуктов, так как они в своем составе содержат большое количество магния и быстро усваиваемого магния, и это позволит ребенку быть более спокойным, сосредоточенным и так далее. Также рекомендую в случае, если это не уйдет у ребенка, давать препарат Поставид. Первое, перед тем, как разогнать нервную деятельность ребенку, чтобы он хорошо концентрировался, необходимо знать, что концентрация возникает на фоне спокойствия. А спокойствие возникает в случае, если нет адреналина. А адреналин возникает в случае, если не хватает кальция. Таким образом, введя кальций, успокоив нервную деятельность препаратом магний, спустя 1-2 месяца можно назначать только препарат Мнемонорм. До этого момента не рекомендую его применение. Андрей Андреевич, являюсь вашей ученицей. У дочки было кровотечение из носа, а сейчас корочки кровавые в носу. Как ей помочь? Носовые кровотечения устраняются. И что это такое и о чем это говорит? Носовые кровотечения — это высокое количество аммиака в крови. Высокое количество аммиака в крови — это дисбактериоз, это заболевания печени, которые могут приводить к энцефалопатии, что фактически вызывает заболевания спазм сосудов, коронарных, спазм сосудов, вегетососудистой системы, что и приводит вот к таким приступам вегетососудистой системы и в дальнейшем может привести даже к появлению мигрени видных форм заболеваний, головных болей и так далее. Как с этим бороться и что необходимо делать? Итак, на первое место нужно поставить пищеварительный тракт. Необходимо принимать препарат Бактомакс по одной таблетке 2 раза в день. Второе, лечить печень. Как ни странно, для ребенка носовые кровотечения говорят о том, что появляется или формируется, возможно, энцефалопатия. Уменьшить употребление сладкого, применять препарат Тантал и Гепофит по одной таблетке 2 раза в день. Давать препарат Диторекс по одной таблетке 2 раза в день. Если все 3 препарата давать, Бактомакс, Тантал, Гепофит, ну и можно Диторекс. Если 4 препарата давать по одной таблетке 2 раза в день, всего лишь 1 месяц, вот таких проявлений носовых кровотечений у ребенка больше не будет. Какое-то время. Можно ли без препаратов справиться? Можно. Устраните или уберите из рациона питания на 1-2 месяца сладкие продукты, совершенно уберите. Увеличьте употребление кальция содержащих продуктов питания, кисломолочных продуктов, молоко с медом на ночь. Обязательно супы, обязательно из препаратов можно принимать в это время каолин с антитоксом по 1 чайной ложке на литр воды, вот по 1 стаканчику давать 1 или 2 раза в день. Народный способ устранения кровотечений заключается в ношении ключика. Берется замок, из этого замка достается ключ, этот ключ одевается на веревочку и как брелок, как подвес вернее, после чего ключ разворачивается так, чтобы он находился между лопатками на спине, и человек носит такой ключ на протяжении 1-5-10 недель. После чего ключ выбрасывается в любое место, ничего не произносится. Обычно этого достаточно, чтобы носовые кровотечения на протяжении жизни больше никогда не появлялись. Карина, хочу вас поблагодарить прежде всего за ваши чудо-препараты. За месяц вылечили мне бактерию в моче. Разные урологи лечили ее около 3 лет и безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, какими препаратами можно вылечить болезнь Хашимото? Она у меня уже 4-й год, мне 31 год. Пью, конечно же, Эутерокс. В данный момент я беременна на 6-м месяце. Благодарю за ответ. Да, не отменяйте ни в коем случае Эутерокс. Что это за заболевание Хашимото? Это аутоиммунное заболевание, в ходе которого на фоне снижения иммунитета и иммунного дефицита появилось вот заболевание щитовидной железы. Введение йод содержащих препаратов обычно не помогает
человеку избавиться от заболеваний Хашимото. Можно ли избавиться от него какими-либо другими препаратами? Конечно же да. Вам, как для беременной, очень рекомендую использовать препарат Тератозин моей компании. Да, Тератозин моей компании по одной таблетке 3 раза в день. Второй препарат — это, конечно же, препарат для улучшения иммунитета или отзыва иммунитета. Этих препаратов 2, они уникальны. Один называется Демилон и второй называется Эмбрио Плюс. В Эмбрио Плюс используется метод стволовых клеток, изъятых из эмбрионов куриного яйца. И второй препарат Демилон сделан из экстракта капустянки, медведки полевой и является мощнейшим препаратом для стимуляции иммунитета. Ну, можно попринимать препарат кальций с черникой, вы беременна, и вам, по идее, этот препарат будет помогать и вынашивать, и, в общем-то, улучшит общее состояние. Также хочу сказать, что очень часто беременным женщинам почему-то в женской консультации у беременных женщин в какой-то период времени на фоне увеличения веса начинают появляться вены на ногах. Также могут появиться болевые синдромы сосудов или сосудов ног, или вен и так далее. Также варикоцеле может какие-то звездочки на ногах появляться и так далее. Всегда нужно понимать, что вынашивание ребенка — это, конечно же, стресс для женщины, колоссальный стресс, он физиологически аутоиммунный, он по всем направлениям организма действует не в лучшую сторону. И очень часто в женской консультации назначают препарат аскорутин. Вот напишите себе аскорутин, поставьте восклицательный знак и напишите: Дуйко сказал ни в коем случае не принимать данный препарат, даже если будут его назначать в женской консультации. Подчеркните слово рутин. Какие бы витамины вы ни принимали, рутин для вас является опасным элементом. В случае, если женщина принимает рутин, этот препарат с доказанным действием влияет на плод, приводя к уродствам и так далее. Чтобы этого не происходило, рутин не принимайте ни в каком виде, совершенно никак. Из витаминов, которые, как правило, женщина хочет принимать в период беременности, я рекомендую использовать мой препарат, витаминный комплекс для беременных, который называется Фемимакс, с максимально допустимым количеством фолиевой кислоты, которая обычно беременной женщине требуется, гораздо больше, чем обычному человеку. Тератозин, Демилон, Эмбрио Плюс — это препараты для вас. Ну и Фемимакс. Женя, у нас витамин Фемимакс называется, да? Не помнишь? Уважаемый Андрей Андреевич, как можно убрать следы постакне? Следы постакне можно убрать творогом, который готовится, берется молоко и варится молоко, и в него добавляется сок 1-2 лимонов. Творожок, который получается, вот этим творожком им необходимо смазывать или даже в виде аппликации накладывать на места, где было раньше акне и остались следы. Вот такой творог убирает вот такие следы. Юлия, здравствуйте. Мужу поставили диагноз аденома предстательной железы 3-й степени. Преследует дискомфортное состояние и слабое мочеиспускание. Да, это опасное заболевание. Необходимо обязательно сдать ПРЦ-исследования. И в случае, если эти исследования покажут не огромные, хотя даже если огромные, тоже не страшно. Итак, давайте я все-таки назначу курс. Для вашего мужа, у которого есть заболевание аденома предстательной железы, я рекомендую использовать следующие препараты, которые доказали свою состоятельность и доказали свою эффективность воздействия и помощи больным, у которых есть где-то вот такие заболевания. Итак, первый препарат — это аденомид, принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат называется тест-стоп, принимать по 1 таблетке 2 раза в день. Третий препарат называется Альбикам, принимать по 1 таблетке 3 раза в день.
Прокмарти по одной таблетке 3 раза в день, R-модулятор по одной таблетке 3 раза в день, мускус 1 чайная ложка 2 раза в день, ректально ставить на ночь мускусную свечу, делать это через день 30 раз. Препараты принимать 2 месяца, после чего можно посетить еще раз кабинет УЗИ и провести еще раз УЗИ исследования предстательной железы. Какие препараты вы посоветуете при подготовке к беременности и во время? При подготовке к беременности я рекомендую использовать препараты. Если женщина взрослая, то есть ее возраст от 45 лет, я рекомендую использовать препарат Белиока по 2 таблетки 3 раза в день, Дисменора по 1 таблетке 2 раза в день, Женское здоровье по 1 таблетке 2 раза в день. Если есть проблемы с тем, чтобы забеременеть, я рекомендую использовать и мужчине, и женщине препарат Карунеш и препарат для женщин Кинскид по 1 таблетке 2 раза в день. Во время беременности я рекомендую принимать препарат Прокшалан, Франгул, Тантал, витамины Фемимакс. Людмила Орлова. Зуд слизистой во рту и какой-то кашель с першением в груди. Но это не простуда. Что это? Аллергия. Можно ли с этим справиться и как? Можно. Принимайте чай из крапивы с чередой по 1 чайной ложке и крапивы и череды на 1 стакан воды. Добавляйте небольшое количество соли. Пейте 2 раза в день. Возьмите магнезию порошок. Принимайте соли магнезии на кончике ножа, рассасывая во рту 2-3 раза в день. Из моих препаратов Аллергонорм 2 таблетки 3 раза в день, Галит по 1 таблетке 3 раза в день. Можно еще Иммуногранд или кальций, или цитрокальцимин. Лучше цитрокальцимин. 1 чайная ложка на стакан или даже 2 стакана воды, пить по четверть стакана 2, 3 или даже 4 раза в день. У меня на руках от кисти. Наталья Николаевна. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить препаратами ТФ полип, эндометрия матки или все-таки делать операцию? Полип, эндометрия матки — это всегда практически в 100% данного заболевания является процессом заболевания герпевирусной инфекции папилломавируса. И то, что мы называем полипом, не что иное, как новообразование папилломы. Вот такое новообразование папилломы обычно у женщин возникает на фоне предварительного заболевания высокой кислотности желудочно-кишечного тракта и даже гастроэнтерологических заболеваний каких-либо форм. Обычно это возникает на фоне стрессов, снижения иммунитета, ну и, конечно же, как результат повышения кислотности желудочно-кишечного тракта. С чего необходимо начинать? Необходимо, как ни странно, начинать с успокоительных препаратов. Итак, первое — Сирантал по 1 таблетке 2 раза в день. Второе — заниматься кишечником, снижая кислотность кишечника. Каким образом это необходимо сделать? Необходимо провести некое восстановление кишечника. Принимайте на 1 литр воды 1 чайная ложка препарата Каолин, 1 чайная ложка препарата Антитокс, пол чайной ложки или 1 чайная ложка препарата Лангин. И есть такой артраминовый спрей. Можно 1 чайную ложку артраминового спрея добавлять, так как в нем находятся все абсолютно минералы и микроэлементы, которые необходимы кишечнику, тоже на 1 литр. Пейте по 1 стакану 2 раза в день. Далее иммунитет. Принимайте препарат Демилон по 1 таблетке 2 раза в день. И вернемся все-таки к самому полипу. Полип мы будем лечить препаратом Германий. 1 чайная ложка на стакан воды, спринцевания вагинальные 1 раз в день на ночь с препаратом Германии. Германии принимать по чайной ложке 3 раза в день, препарат ГВИ по 2 таблетки 4 раза в день.
Препарат Matrix Norm по 2 таблетки 3 раза в день. Вот таким образом можно справиться с миомой и эндометриозом. Народные способы лечения полипов матки и эндометриоза. Необходимо взять чеснок, измельчить его так, чтобы он был измельчен, можно через чеснокодавку его выжать. 2-3 зубчика чеснока складывается в салфетку марлевую 4-5 слоев. Не нажимая на данную салфетку, делается турундучка, связывается плотно, смазывается верхняя часть половых губ, и вводится вазелином и вводится вагинально вот такая турундучка на ночь. Утром необходимо это извлечь аккуратно. Через день делать 2-й раз и сделать так 15 раз. Обычно это позволяет заметно улучшить состояние, устранить эндометриоз и заметно улучшить общее состояние и матки, убрать полипы и так далее. Как долго давать все препараты, которые вы назначили при деменции? Хочу понять, в каких количествах заказать ТФ. Еще раз спасибо за рекомендации. Подскажите, как все-таки принимать бетулин, до еды или после? Это не имеет значения. По 1 таблетке 3 раза в день принимайте бетулин. Можно ли принимать жирстресс с бетулином? Можно принимать одновременно. Можно пить до еды за 30 минут, можно после еды принимать. Это не имеет значения. Главное, чтобы данное вещество попало в организм. Как назначить маме при деменции? Для нее самым важным препаратом является это препарат все-таки алгоцин после еды. 1 чайная ложка, можно там с водичкой размешать, но давать исключительно после приема пищи. Исключительно. Вот сколько раз пищу принимать, столько раз и давать препарат. 2-й препарат Мнемонорм по 1 таблетке натощак и 1 таблетка в течение дня и перед сном. Далее, хорошо было бы для нее попринимать препараты цинка. Это цинка-аспарагинат. Есть такой в нашей компании по 1 таблетке 3 раза в день. Ну и Мнемонорм по 2 таблетки 3 раза в день. Андрей Андреевич, добрый день. У мамы есть киста печени. Вашими препаратами можно ли это убрать? Да, можно убрать препаратами или попробовать убрать препаратами. Это препарат Тантал, препарат Бетулин, препарат Гепофит по 2 таблетки 3 раза в день, препарат Ликолила по 1 таблетке 3 раза в день. Также проводить очищение печени препаратами следующими: 1 чайная ложка каолин, 1 чайная ложка антитокс и 1 чайная ложка серебра. Смешать это все с 1 литром воды, пить по 1 стакану 2 или даже 3 раза в день на протяжении 1 месяца. Через месяц можете попробовать делать еще раз исследование печени. Валентина, моей дочери 11 лет, находится в интернате по состоянию здоровья. Очень хочу забрать ее домой. Какие можно в первую очередь приобрести семинары по целительству, ментальные практики целительства? Вот такой семинар, чтобы я могла проводить практики для улучшения ее состояния. Вот. Вы назначали курс лечения ребенка, мы смогли только 2 недели принимать ТФ, когда она была дома на каникулах. Врачам в центре не разрешается использовать неаптечные препараты. Да, они правы. Если заберу домой, вы сможете применять все ваши назначения по необходимости, врачебные тоже. Сейчас ко мне приехала взрослая дочь, и вместе нам будет легче за ней ухаживать и работать мы сможем по очереди. Правильно. Врачи в центре приняли только мазь Габбана, вертебралис в смешанном виде, как вы рекомендовали. Смазывают вывихи сустава позвоночник. Врач на днях сказала, что мази очень-очень хорошие. Даже они заметили, что значительно уменьшились боли и лучше двигаются ножки. С большим уважением к вам, ученица. Да, конечно, пожалуйста. Я рекомендую использовать мазь и Габбана, и золотой бальзам, и бишофитовую мазь, и артридикс мазь, и артрозиновую мазь. В ходе лечения вот таких заболеваний, тяжелых заболеваний, паралича, детского церебрального паралича, последствий ДЦП. И, конечно же, рекомендую это делать, особенно мазь Габбана. Она убирает спазмы, убирает вот такие какие-то сжатия, мышечные сжатия, расслабляя мышечную мускулатуру.
убирая молочную кислоту мышечную, которая может накапливаться, заметное улучшение 100% будут. Можете ее смело забирать, я помню вас и с вами поддерживаю связь. Конечно, сможете дать больше вашему ребенку, если у него будет все-таки реабилитация в домашних условиях более чем на стороне. Там врачи как бы смотрят, досматривают ребенка, а здесь вы сможете более активно помогать своему ребенку. Вы назначили сыну Йонатану тест-стоп 2 месяца, уже принимали, продолжить прием? Нет, если 2 месяца принимал, можно препарат отменить. Также рекомендую для Йонатана попринимать аминокислоты, которые продаются в аптеке. Это L-орнитин и L-аспарагин. В случае, если эти препараты есть, можно их купить компании Zolgar, они в Германии продаются. Они так и называются L-орнитин, L-аспарагинин. И компания Zolgar продает их, или Solgar. Можете приобрести, давать по 2 таблетки 3 раза в день. Это сейчас заметно улучшит его состояние. Скажите, я уже полгода наблюдаю стук пульса сердца в правом ухе, ко врачу идти не хочу. Лора, все нормально, гипертонии нет, заболевания сердца нет. Что это такое? Спасибо за ответ. Так часто бывает, что ушная сера может попадать на мембрану слухового аппарата. Это может вызывать и головокружение, и вот такие ощущения пульсации в ухе. Для того, чтобы это устранить, я рекомендую использовать спрей эмбрионазин, орошая ушные раковины 2 раза в день по 1 разу. То есть пшикнули в левое, пшикнули в правое ухо и вытерли салфеткой. И сделать так необходимо 2 раза в день на протяжении 1 месяца. Это уберет вот такую пульсацию. Также попринимать препараты цинка. Цинка-аспарагинат или цинка-глюконат. Вот какие есть у нас препараты с цинком. Я сейчас посмотрю. А то я советую, я сам не знаю. Угу. Цинка-глюконат. Есть препарат такой у нас. Да, цинка-глюконат. Вот я рекомендую использовать вот этот препарат цинка-глюконат, если есть головокружение, появление заболеваний бляшек артериальных, атеросклероз, артериосклероз, головокружение, шум в ушах. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Лариса. Подскажите, какие препараты ТФ нужно принимать для лечения пилонефрита, сильные отеки на лице? Принимайте препараты следующие. Ренокс, Ревилака по 2 таблетки 3 раза в день. Урализ Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Цистонорм по 2 таблетки 3 раза в день. Николай Геринг. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У моей жены оторвался тромб и пошел в глаз. Ого. Там лопнул сосуд и в глазе появилась вода. Этим глазом ничего не видит. Что в ТФ есть, чтобы ей полечиться? Вам надо срочно сейчас это убирать. Убрать это можно следующим образом. Первое. Режьте помидоры кусочками, заливайте горячей водой на протяжении дня. Вот такой воды заваренного помидора пейте как можно больше. Второе. Смазывайте глаз медом или прикладывайте салфетку, смоченную медом, прямо на глаз, не открывая глаз. Третье. Это же вы в Германии, да, находитесь? Можно сварить яйцо вкрутую, после этого разрезать его на 2 части, желток убрать, а вот этим тепленьким белым, там где было яичко, приложить к глазу и накрыть сверху салфеткой. Делать это на протяжении дня 3-4 раза. Очень хорошо попринимать антикоагулянты какие-нибудь. Антикоагулянты, допустим, творог. Отжимайте творог и прямо марлю сверху на лицо, поверх марли творог прямо на лицо накладывайте и сверху теплое полотенце, чтобы так лежало. Творог вытягивает из тела жидкость. Это все поможет справиться с данным заболеванием. Если за неделю не исчезнет, то необходимо обращаться срочно к офтальмологу. Принимайте антикоагулянты.
Это любые препараты, которые от формирования тромбозов. Я не знаю, в Германии вы сможете их купить запросто или нет. Ну, рутин можете попринимать. Ирина Тихоной. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Киста Бейкера с реактивной белка 1,15. Какое лечение? С реактивный белок говорит о том, что есть ревматоидное заболевание или заболевание, есть ревматоидное заболевание. Киста Бейкера обычно говорит о том, что есть тромбоз сосудов, так как киста Бейкера формируется не на фоне с реактивного белка, а на фоне тромботизации сосудов, как раз вот является синдромом Бейкера. Лечение синдрома Бейкера препаратами здоровые сосуды, смазыванием препарата кисту смазывать препаратом вариковазиновая мазь и принимать препарат рутины легкохода по 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день. А вот С-реактивный белок необходимо лечить. На следующей неделе появится препарат Мумио и Инстамакс по 2 таблетки 4 раза в день, а также принимать Артридикс по 2 таблетки 3 раза в день. Ну и для лечения улучшения иммунитета Демилон и Эмбрио Плюс тоже по 2 таблетки 3 раза в день. Раиса, здравствуйте, всем крепкого здоровья. Спасибо. Встречный вопрос про Хашимото. Вы говорили применять эутерокс и плюс ваши препараты. Но как я пойму, что моя щитовидка уже работает без эутерокса, что она вылечилась? После того, когда вы родите ребенка. И выносите ребенка, и родите ребенка, скорее всего мальчика, то после того, когда это все произойдет, то вы должны будете спустя 2 месяца после вскармливания ребенка сделать еще раз исследование АТТПО, Т4, ну и ТТГ. Павел, добрый день. У мамы есть киста печени, какими препаратами? Так ответил. По-моему, уже я ответил, да? Саш, ты не слышала? Пожалуйста, можно ли вылечить у парня сколиоз и чем? Вашими препаратами. Можно вылечить, но не нужно использовать вертебрологические препараты. Дело в том, что сколиоз, который возникает у ребенка, как правило, является, как ни странно, и как бы это ни звучало, наверное, является проблемой печени. И сейчас огромное количество людей начнут в мою сторону плеваться, но не все так поверхностно. Дело в том, что появляется какая-то бактерия в кишечнике. Эта бактерия приводит к нарушению или дисбактериозу кишечному, что в дальнейшем формирует аммиак. Этот аммиак — это токсическое вещество, и в его депонации или по-другому выведению из организма участвует печень. Фактически происходит разрушение или нарушение работы печени, появляется нейротоксин. Этот нейротоксин, в свою очередь, неблагополучно воздействует на ткани позвоночника, мышечные ткани, что фактически в дальнейшем приводит к появлению сколиоза, нервных состояний, психических заболеваний и так далее. Также в дальнейшем, как бы в процессе общего, наверное, нейрогуморального или психонейрогуморального, психонейрогуморальной работы организма происходит комплексное нарушение всех гуморальных процессов и крови, и гормонов и так далее. Но первопричиной всегда является какая-то находящаяся в кишечнике бактерия. Именно поэтому сколиоз я рекомендую лечить или начинать его лечение как раз с применения препаратов для кишечника. Это Бактомакс по 1 таблетке 3 раза в день. Второй препарат — это дюбаш кишечника, который даже не дюбаш, а, наверное, очищение, детоксикация кишечника, которое необходимо делать с использованием сорбентов. Это сорбент каолин, сорбент антитокс. То есть на 1 литр воды по 1 чайной ложке антитокс, каолин с добавлением минерального комплекса артраминовый спрей, только открывать артраминовый спрей, добавлять 1 чайную ложку на 1 литр. Ну, по идее, хорошо было бы добавить еще 1 чайную ложку лангин. Все это смешивается и пьется по 1 стакану 2 или даже 3 раза в день. На фоне этого рекомендую принимать препарат Тантал и препарат
который освобождает саму печень от желчи, это препарат Лунглин. Таким образом, фактически, не воздействуя на центральную нервную деятельность, не воздействуя на вертебрологическую систему, опорно-двигательную систему, можно убрать сколиоз. А появление сколиоза возникает вот именно вот так. Можно ли сейчас каким-либо образом симптоматически убрать аммиак? Конечно, можно. Я считаю, что аммиак, который появляется, можно убрать современным препаратом для лечения гепатологических заболеваний. Это, допустим, препарат, о котором я сегодня говорил, с действующим веществом L-орнитин или орнитин. Таким образом, можно попробовать просто орнитином устранить аммиак. Но дело в том, что вы же не устраняете причину, которая является, скорее всего, какая-то бактерия, которая находится в кишечнике. А проведя детоксикацию каолином, антитоксом, серебром, вот этим лангином, можно справиться с самой бактерией. Какая это бактерия? Ну, анаэробная, Е. коли, или это может быть там, ну, какая-либо еще. Но наверняка, как правило, именно какая-то из этих бактерий приводит к тому, что у ребенка появляется сколиоз. Как это появляется? Ну, я не знаю. Это может быть снижение иммунитета и неумение иммунитетом справляться с данной бактерией. Это, возможно, использование антибиотиков в молодом возрасте, что и приводит потом к появлению такой бактерии. Но эффект всегда один и тот же. Я считаю, что проводя исследования различные, вот допустим исследования крови детей, которые болели или болеют на сегодняшний день заболеванием аутического фактора, аутического спектра, вернее, я могу сказать как бы достоверно на фоне исследований крови, что у большинства этих детей есть повышение аммиака в крови. При заболевании блефароспазм, неврологическое заболевание, при всех абсолютно видах фокальной дистонии я наблюдаю повышение аммиака в крови. Снижение при энцефалопатии мозга, энцефалопатии печени, уменьшение аммиака в крови приводит в дальнейшем к улучшению общего состояния. Но уменьшение его просто препаратом L-орнитин не позволяет справиться с данным заболеванием, так как само заболевание, скорее всего, формируется на фоне, а где оно может возникать? Ну, либо в печени на фоне заболеваний герпеса, какого-либо из форм, либо кишечники, как правило, на фоне заболеваний энтероколи или заболеваний там какой-нибудь кишечной инфекции, бактерии, которая может быть нами, как медицинскими работниками, до сих пор не диагностируется, или мы не можем ее диагностировать. Ну и, в общем-то, устраняя эти проблемы путем детоксикации кишечника, лечения кишечника, причем натуральными, улучшения бактериального состояния кишечника, устранения дисбактериозов кишечника, и приводит в дальнейшем к улучшению всех сфер жизни. То есть дети начинают разговаривать, там исчезают гепатозы, исчезают жировое перерождение печени, исчезают энцефалопатии, исчезает там жидкость из мозга и так далее. То есть это улучшает общее состояние. Вот при сколиозе я рекомендую это делать. Светлана Роменская. Очень прошу, сделайте мне, пожалуйста, назначение ТФ. Головные боли почти каждый день начинаются с переносицы. Если очень сильные боли больше с правой стороны, такое чувство, что болит ухо, зубы, область шеи. Редко, когда в голове. Нет шума. Давление высокое, 160-170 на 110. И с правой стороны под ребром как будто что-то увеличено и мешает. Поставили панкреатит. Сейчас принимаю магнумцид, сирантал, стальные нервы. Нет, вам не нужно принимать данные препараты. Давайте начнем с давления. Первое, что необходимо сделать, это купировать высокое давление, которое у вас поднимается до 170 на 110. Такое давление необходимо устранять, скорее всего, фармпрепаратами. Я рекомендую использовать вам препарат триплексам по одной таблетке один раз в день в дозировке 1,25-50
50-1,25-50, принимайте по одной таблетке один раз в день. Также начинайте принимать препарат Ренокс по 2 таблетки 3 раза в день. Дальше Метикс по 1 чайной ложке 2 раза в день. Дальше брызгайте в нос эмбрионазин спрей в 1 и 2 ноздрю 2 раза в день. Миграфит по 2 таблетки 3 раза в день. Цинкоглюконат по 2 таблетки 3 раза в день. Проведите детоксикацию: 1 литр воды, 1 чайная ложка антитокс, 1 чайная ложка каолин, 1 чайная ложка препарата артраминовый спрей и 1 стакан вот такой смеси 2 раза в день. За 1 месяц ваши проблемы будут устранены. Спасибо за труд. Сегодня у меня день рождения. Так хочется от вас подписанный. От вас поздравления, скорее всего. Хотели написать, а телефон написал вот так. Ирина Шелкова. Поздравляю вас с вашим днем рождения. Живите долго, будьте здоровы. Пусть всегда будет в вашей жизни понимание и здоровье. Знаете, мы полжизни стараемся заработать деньги, а потом вторые полжизни пытаемся эти деньги потратить на свое здоровье. И это обычный процесс, который мы переживаем из поколения в поколение. Когда приезжают люди в Китай и посещают эти рынки, где в огромном количестве продаются всевозможные народные препараты, это разные вещества, которые сделаны из растительных компонентов, из органических каких-нибудь компонентов, которые широко принимаются в китайской медицине, то обычно, когда мы говорим, что у нас болит там язва 12-перстной кишки и мы страдаем от этого, они вытаращивают глаза и говорят: и что вы хотите от меня? И мы говорим: ну, мы хотим, чтобы вы нам помогли. И даже существует такая китайская пословица, когда один китайский врач придумал эту пословицу и при презентации компании TND в городе Харькове сказал следующие слова. Он сказал: обычно, когда китаец приходит к врачу, то он приходит до заболевания за 20 лет. И ему назначают препараты, которые не дадут ему возможности заболеть этим заболеванием, и он не болеет. Именно поэтому очень много людей достигают такого высокого преклонного возраста и достаточно активны в преклонном возрасте. И приходят за 20 лет до заболевания. И говорит: вы отличаетесь, европейцы, тем, что вы приходите за 20 минут до смерти и пытаетесь чем-то лечиться. То есть, если в Китае начинают лечиться, то за 20 лет до заболевания, а у нас начинают лечиться за 20 минут до смерти. Именно поэтому применение традиционной медицины для европейцев, оно больше осмысленно, так как мы больше ориентированы на не ощущения внутренние, не обращаем внимания, если у нас где-то покалывают. Мы можем ходить с поносом или с несварением кишечника, с дисбактериозами по 20 лет, что в дальнейшем нехорошо сказывается. Мы можем покашливать на протяжении всей жизни. У нас может болеть где-нибудь там в районе поясницы, в районе правого подреберья, в районе поджелудочной железы. Мы не обращаем внимания на сбои ритма сердца, на ночные просыпания, на вспотевание, на бесконечный насморк, на небольшие шумы в ушах. Мы при этом не обращаем на это никакого внимания, а нужно было бы. Мы можем не лечить зубы годами, ну и в общем-то не обращаем внимания на нервные состояния. То есть мы работаем на износ, так как мы выживаем. Ну, в Китае есть тоже такое, но там обращают внимание на каждый симптом, который появляется. А я хочу вам сказать, что есть смысл обращать на каждый симптом, который есть в организме. Первое, что должен делать человек, который начинает чувствовать нехорошие симптомы. Первое, отменять сладкое. Дело в том, что сладкое мешает организму восстанавливаться. Но когда же можно есть сладкую пищу? Только при одном условии: если есть шум в ушах, а также в случае, если есть падение зрения и падение памяти. Вот только таким людям или лицам можно съедать сладкое, и только перед сном. Не стоит забывать, что наши часы, которые есть в нашем организме, они устроены уникальным образом, как бы нейрогуморально. То есть они в определенное время, как ни странно, включают определенные системы в нашем организме. Наверное, никто не будет спорить,
что у человека именно утром возникает утренний стул. То есть человек здоровый, это человек, который по утрам идет в туалет, и у него утром появляется утренний стул. И это нормальный процесс для человека. Очень часто, придя к врачу, терапевту, врач задаст вам вопрос, и он будет такой: у вас утром стул есть? И это считается здоровым организмом в случае, если по утрам есть стул, что, кстати, является большой проблемой для просто огромного количества людей. А раз это является проблемой, то о чем это говорит? Если утром нет стула у человека, это говорит о том, что не выходит желчь из желчного пузыря. Видно, есть какие-то патологии желчного пузыря, возможно там дискинезия желчных протоков, возможно там деформация самого желчного пузыря, ну будь что. И конечно же утром необходимо создавать процессы, при котором желчь начнет выходить. А когда она выходит? Она выходит, когда в желудок попадает жир. Именно поэтому утро самое лучшее время для принятия жирной и острой пищи. А мы что кушаем? А мы кушаем сладкую пищу, тем самым приводим свой организм к дисбалансу. Если человеку не хочется утром есть, то и не нужно утром есть. Потому что в случае, если человеку не хочется утром есть, это первые признаки того, что ночью у него поднимается глюкоза. И это говорит о том, что формируется сахарный диабет второго типа. Именно поэтому в случае, если вы по утрам не хотите кушать, знайте, вам не нужно на протяжении дня есть сладкую пищу. Второе, обязательно на протяжении дня пейте что-нибудь или ешьте что-нибудь кислое. Это особенно для человека важно, у которого есть заболевание поджелудочной железы. Это кислая капуста, кисломолочные продукты, кислый огурец. Обед — время съедания такой пищи. Вечером необходимо знать, что в час ночи начинает снижаться у человека глюкоза. И в случае именно час ночи, 1 час 00, независимо от того, в какой стране вы находитесь, у вас начинает снижаться глюкоза в крови. Когда снижается глюкоза в крови, это говорит о том, что именно в этот момент вы худеете. И в этот момент кушать не нужно. Если в этот момент покушать, то скорее всего глюкоза будет накапливаться, и ночью у вас будет выделяться инсулин и формироваться появляться инсулин подкожно, что будет формировать жировую ткань и в дальнейшем приведет к появлению ожирения, ну и в общем-то заболевания сахарный диабет второго типа. Что необходимо делать? Первое. Практически всем людям, у которых есть избыточный вес, а мы, как бы большинство из нас им страдает, нужно знать, что лечение необходимо начинать с устранения или убирания продуктов питания сладких. Второе, начинать проводить детоксикацию кишечника. Детоксикацию кишечника необходимо проводить с использованием сорбентов. Я рекомендую использовать каолин в виде сорбента и препарат антитокс. Самый простой сорбент — это 1 чайная ложка и каолина, и антитокса на 1 литр воды. Взбалтывая это все, необходимо принимать. Хорошо было бы, если есть заболевание правой стороны, добавить туда 1/4 чайной ложки порошка бетулин. А если левой стороны, 1/4 чайной ложки препарата лангин. Таким образом, если левой и правой, то и бетулина 1/4 чайной ложки, и лангина 1/4 чайной ложки. Это бетулин водонерастворимый, ничего страшного. Попадая даже в взвеси вот в такой в воде в ваш организм, он все равно усваивается, окисляется, усваивается организмом, является мощнейшим гепопротектором, улучшает иммунитет, очень активно участвует в процессе окисления жирных кислот, уменьшению количества холестерина, уменьшению количества липопротеинов низкой плотности, очень низкой плотности, канцерогенных веществ печени, увеличивает трансфер факторы и участвует в процессе выведения продуктов полураспада и распада, уменьшает количество билирубина в крови и так далее. Таким образом нужно проводить вот такую детоксикацию, и вот таким веществом легче всего.
Третье, обязательно успокоение нервной деятельности. Это необходимо делать с препаратом, если есть панические атаки, Паставид, если нет панических атак, то препаратом Сирантал. Ну и, конечно же, улучшением иммунитета. Сейчас выходит препарат на следующей неделе, Мумио, Прополюс и Инстамакс. Вот этими препаратами можно пробовать улучшать общий иммунитет. У меня желчный пузырь работает на 30%. Можно ли вашими препаратами улучшить работу желчного пузыря? Да, можно. Принимайте препараты Гипофит, принимайте Ликалила и Лунглин по одной таблетке 3 раза в день. Как можно нормализовать пульс? После обеда начинается повышаться, к вечеру подниматься до 113, а у мамы 89 лет. Смотрите, вы должны знать, пульс у человека поднимается обычно как бы двухфакторно. Вы замечали, как люди начинают дышать обычно? Если у человека ожирение, если у человека, допустим, там одышка, мы часто видим людей, у которых одышка. Почему у человека появляется одышка? Потому что у него накапливается углекислый газ в крови. Это СО2. Скажите, СО2 это что? Углекислый газ. Какие здесь есть слова? Углекислый. Какое слово мы знаем? Кислый. То есть к чему это приводит нас? К увеличению окислительного процесса крови. Именно поэтому в случае, если кислотность крови высокая, то в это время противоположность к этому будет появляться вот такая одышка. Тогда чем необходимо эту кислотность устранять и почему она появляется? Обычно это происходит на фоне гликирования гемоглобина, на фоне сахарного диабета 2 типа. Это происходит на фоне высокого холестерина, на фоне заболеваний печени и высокого токсического отравления организма. Тогда что нам необходимо делать? Первое, необходимо следить за инсулином и уменьшать его, убирать глюкозу, проводить детоксикацию или вот эти программы с каолином и антитоксом, принимать препарат гликоцитрохромин, который снизит у нас количество накопленного инсулина в крови, проведет нам инсулинорезистентность, приведет к инсулинорезистентности и в дальнейшем снизит количество глюкозы в крови и уберет или устранит ожирение. Принимать препарат глюконорм, я считаю, это очень важно, и препараты для печени, тантал, бетулин. Вообще основные препараты, которые должны повлиять на весь организм, их можно посчитать на пальцах. Первый препарат, который нужно назначать человеку. Первый препарат, это, конечно же, успокаивающий препарат, Сирантал. Он успокаивает человека, успокаивает центральную нервную деятельность. Второй, это препараты, которые проведут детоксикацию, о которых я сегодня говорил, хотя бы каолин, антитокс на литр воды. Пить по 1 стакану 3 раза в день. Третий препарат глюконорм, который уберет у человека накопленный инсулин в подкожное ожирение и так далее. Четвертый препарат тантал для печени. Пятый препарат ренокс. Шестой препарат для сердца энескард. Седьмой, возможно, препарат для селезенки, так как иммунную систему необходимо восстанавливать с процесса появления все-таки клетки крови, улучшать общий гомеостаз, и это необходимо делать с применением препарата Сплендлав. Вот так все сложно. А там давайте что-нибудь полечим, наш организм это кубик Рубика. Очень сложно наш организм восстанавливать. Плохо сплю по ночам, а могу вообще не спать. Днем не могу заснуть, а ночью вроде сильно уставший, начинаю крутить колени. То одно крутит под утро, то второе. Колени ледяные, несмотря на то, что мне тепло. Не пойму, что со мной такое. Пила Сирантал, Паставид, триптофан. Больше всего хочется полноценно отдохнуть. В случае, если колени у вас крутит, это говорит о том, что у вас поднимается ревмофактор. Это говорит о том, что у вас увеличенная соя, а в организме проходит процесс воспалительный. И это, скорее всего, связано с тем, что у вас иммунный дефицит. Начните принимать препараты Эмбрио Плюс, Демилон, Метекс. Также со следующей недели выйдет Инстамакс, принимайте Инстомакс.
перед сном употребляйте препарат, который называется Дремин. Успокоительные препараты не нужно. Также, если не можете заснуть и очень болят колени, можете любой противовоспалительный негормональный препарат принять, допустим, Мавалис или диклофенак, но только после принятия небольшого количества пищи. Ни в коем случае не принимайте препарат Мавалис или диклофенак или любые противовоспалительные негормональные препараты натощак, так как это может спровоцировать появление язвенного колита и заболевания желудочно-кишечного тракта. Скажите, какие продукты нужно кушать при заболеваниях предстательной железы, а какие категорически нельзя? Какие категорически нельзя? Можно пить кофе с молоком, свежевыжатый сок лимона. И то, и другое можно. Спасибо за препараты, которые назначили. Смотрите, часто у человека поднимается давление. Если рассмотреть процесс давления, то окажется, что у 99% людей, у которых поднимается давление, вся-то причина находится в формировании мочекаменного диатеза. То есть каким-то образом появляется солевой диатез, и уратные новообразования, кальций содержащие новообразования, фосфор содержащие, там кальция-фосфорные соединения, подагрические соединения какие-либо, уратные, они начинают атаковать наши почки. И наши почки начинают страдать и недостаточно хорошо работать. Вот это недостаточно хорошо работать, ставим тире и пишем давление. Какое? И диастолическое, и систолическое давление зависит фактически от плохой работы почек. Я когда-то проводил семинар и говорил: друзья мои, самое первое, на что необходимо при давлении обращать больше всего внимания, это функциональная деятельность почек. И почки необходимо очищать. Какими препаратами? Терпентин, бальзам, 1 чайная ложка 2 раза в день. Урализ манкулит с высоким содержанием калия, 1 стакан с одним и другим препаратом на 1 стакан 1 раз в день. Дальше. Чай Ренокс пить на протяжении всего дня. Препарат Ренокс по 2 таблетки 3 раза в день. Препарат Депосалт по 2 таблетки 3 раза в день. Подагрин по 2 таблетки 3 раза в день. Из народных рецептов на первое место могу поставить Кока-кола с маслом чайного дерева. Почему? Не нужно бояться Кока-колы. В Кока-коле находится ортофосфорная кислота, которая участвует в формировании растворения керамики и кальция, который может находиться в почках. И если вы добавите на 1 стакан воды, вот, Кока-колы, добавите от 10 до 30 капель масла чайного дерева, которое, кстати, можно приобрести прямо на нашем сайте aduiko.com, оно натуральное, его можно принимать вовнутрь и пить по полстакана или четверть стакана 2-3 раза в день, то это может убрать камни в почках. Это проверено на 100%. Если здесь есть Юра, я не буду говорить фамилию, потому что я соблюдаю врачебную тайну. Если есть Юра, которого я лечил от заболевания там страшных камней в почках Кока-колой и маслом чайного дерева, то пусть напишет, если он здесь есть. И недавно вот мы общались по телефону, он говорит: Андрей Андреевич, низкий поклон, потому что то, что врачи не могли сделать на протяжении 20 лет, удалось вам сделать на протяжении нескольких месяцев, полностью избавить меня от камней в почках. Конечно же, плюс 1 или 2 килограмма веса на фоне вашей Кока-колы, но зато камней в почках больше нет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. На одном из прошлых вебинаров посылка уже в пути. Остается вопрос. Принимаем мед препаратов розувастин, леркамен, лазап, конкор, кардиомагнил. Ваши препараты по воздействиям так же, как медпрепараты. Мои лучше. Розувастин не нужно. И вам отвечают: розувастин нельзя. Правильно, я тоже противник розувастина. От него болезнь Альцгеймера. Да, я тоже считаю, что у розувастин имеет ряд побочных, таких не очень хороших элементов. Не нужно принимать розувастин. Лонглин, тантал, ликалил. Ага. Людмила. Сколько по времени принимать изотон при лечении папиллом? Они увеличиваются в размерах такие
Также принимаю бетулин и ГВИ. Это нормально, что они растут при лечении. Добавьте панкресорб, и они перестанут расти. Панкресорб и железняк. Панкресорб и железняк. Ну, 2-3 месяца обычно. Изотоном еще и смазывают по пилонке. Дочке 19 лет, синдром Вильямса. Понимаю, что это такое. Больше всего страдает сердечно-сосудистая система. Было 2 операции, стоят импланты. Заменили шейную аорту. Сделали сканер в животе. Нашли стеноз. Опять предстоит операция. Ежедневно применяет кардио, аспирин, СТФ, НСКАРД, здоровые сосуды, L-триптофан, Эмбрио Плюс, Симар. Откорректируйте программу для лечения. Есть проблема с давлением. Вчера с левой стороны 150, а с правой 87 на 40. Ноги ледяные были. Спасибо. Я готов помочь вашему ребенку. Напишите мне в социальной сети в потоке.ком, и я вам отвечу. Отправьте мне сразу же фотографию. Прямо сегодня и завтра я буду отвечать на вопросы. Можете мне писать, и я вам помогу, отвечу. Вы как-то давали рекомендации по органам и сезонам. Сейчас зима. На какие органы обратить внимание? Да, я готов сегодня ответить на этот вопрос. Я взял с собой свою тетрадочку, вот эту. Здесь как бы подготовлена информация для будущей книги, которая называется «Лечение всех заболеваний». Сейчас я найду свою схему. Вот так она выглядит. Она будет опубликована в книге. Вот такая схемка. Так, читаем. Сейчас у нас ноябрь-декабрь, правильно? Значит, сентябрь-октябрь мы прошли, сейчас у нас ноябрь-декабрь. И какие основные органы, на которые необходимо обращать внимание? Это щитовидная железа, это сердце, это кальций. Для клапанов необходимо селен принимать. В это время необходимо обращать внимание на кровь, на сосуды и на поджелудочную железу. Какие я рекомендую принимать микроэлементы? Селен, магний и цинк. Цинк в препарате нашем, он называется у нас цинкоглюконат, магний в препарате кальций, магний, цинк. Это как раз вот сейчас для нас в ноябре самое важное, что необходимо поддерживать. Для щитовидной железы тератозин, для сердца магний, кальций, магний, цинк. Йод, селен, для клапанов, для сосудов гваргин. Очищать кровь необходимо препаратом холестеростапин или же препаратом гемартан. И для поджелудочной железы ближе к концу декабря необходимо принимать панкресорб. А дальше у нас идет вновь работа в январе-феврале с поджелудочной селезенкой и надпочечниками. Подскажите, почему снятся сны сексуального характера, а в жизни совсем нет желания и секс не интересует? Я не знаю. Я не знаю, это видимо что-то связано с гормонами. Ну, не могу ответить на этот вопрос. Ну, я не сексолог, к сожалению, ничего не могу сказать. И даже с позиции психологии ничего объяснить не смогу. Шалпан, напомните, антитокс утром до еды или после еды? Неважно. Можно и до, можно и после. Лучше до. При дискинезии что СТФ принимать? Лунглин или калила? От кисты печени вы рекомендовали аппликации из сухого творога. Во время трансляции была помеха. Правильно я делаю. Прикладываю творог на 3 часа, потом смазываю камфорным спиртом. Правильно делаете, правильно. Вы все правильно делаете, да. Скажите, пожалуйста, что нужно принимать постоянно женщинам и мужчинам в возрасте 55+. С чего необходимо начинать? Первый препарат называется глюконорм. 2 таблетки 3 раза в день. Второй панкресорб. Третий препарат, если женщина, женское здоровье, если мужчина, то R-модулятор.
Четвертый препарат Эмбрио Плюс, Демилон, Тератозин и Серантал. Витамины Супра моей компании. Дочери 19 лет, анализ показал Эпштейн-Бар, увеличение сильного волосяной покров на теле. Гормоны сдавали, все в норме. Врач сказал, что наследственное, что и можно попринимать. Если у женщины появляется увеличение волосяного покрова, это неестественно. Кто бы что ни говорил, начинайте, это высокое количество тестостерона. Начинайте принимать препарат Тест-Стоп по одной таблетке 1 раз в день. Эпштейна-Бара лечится препаратом ГВИ по одной таблетке 3 раза в день. И лечение нервной системы, потому что Эпштейн-Бара может быть на фоне нервных стрессов, препарат Пастовид. Подскажите, что можно принимать, чтобы убрать тонические судороги, я так понял, на фоне фокальной дистонии. Принимайте препарат Дитарекс, Морбустоп и Морбустоп по 2 таблетки 3 раза в день. И Эстенервы тоже по 2 таблетки 3 раза в день. Можно еще Тантал по 1 таблетке 3 раза в день. Хочу напомнить, все препараты, о которых я сегодня говорил в своем вебинаре, все данные препараты можно приобрести на том сайте, где вы сейчас задаете вопросы, на сайте aduiko.com. Также хотелось бы вот что сказать. Сейчас закончится данный вебинар, и после данного вебинара вы сможете нажать на кнопку YouTube, которая будет в правом нижнем углу данного видео, и перейти в YouTube на мою страницу. И я хочу вам сказать, в случае, если какой-либо из препаратов или какие-либо препараты вам помогли, то напишите свой отзыв в комментариях под данным видео. Напишите отзыв о том, какой из препаратов и от чего вам помог. Самые лучшие отзывы, я их выберу 3, и на следующей неделе во вторник объявлю победителей вот такого конкурса и награжу сертификатом на приобретение препаратов, сертификатом, первое место, сертификат на приобретение препаратов стоимостью $200, второй сертификат и третий по $100. Поэтому пишите свой отзыв, если есть, о препаратах, которые вам по-настоящему помогли в моей компании, если такое есть, и пишите свой комментарий под данным видео, и тех, кто победит в этом конкурсе, я победителя объявлю в следующий вторник. Будьте всегда здоровы, не болейте. До Нового года мы еще раз встретимся. До свидания. Пишите свои вопросы прямо здесь в вебинарную комнату. Операторы нашего сайта после того, когда вебинар закончится, ответят вам на ваши вопросы. До свидания. С вами был Андрей Дуйко, мой сайт aduiko.com.